Привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам о моем утре. Как обычно проходит мое утро. Я уже делал видео о моем дне 2 раза. Но сейчас мой день чуть-чуть другой. В этом видео я буду говорить очень медленно, по крайней мере в начале. Так что наденьте ваши наушники, налейте чашечку кофе или чая и давайте посмотрим, как же я провожу обычно мой день. Точнее, мое утро. О том, как проходит мой день после обеда, я расскажу вам в следующий раз. Ну что, вы готовы? Поехали! Каждое утро я встаю примерно в 5:30. У меня звенит будильник. Я ненавижу мой будильник, но мне он нужен. Я выключаю будильник. Но я все еще сонный. Привет. Очень и очень сонный. Я одеваюсь, надеваю шорты, надеваю мою майку. И иду? Нет. Я сижу немного в телефоне. Да, я сажусь на кровать и начинаю проверять почту, проверять сообщения. После этого я иду в туалет. Сначала я иду в туалет. После этого я иду умываться и чистить зубы. Сначала я умываюсь. Я умываю мое лицо и я чищу мой нос. После этого я чищу мои зубы. Я использую зубную щетку и я использую зубную пасту. Потом я вытираю мое лицо полотенцем. Я снимаю одежду. Я наливаю воду в тазик. У меня есть деревянный тазик. Я разминаюсь. После этого я обливаюсь холодной водой. Вода не очень холодная. Она очень приятная. Мне нравится это делать.
мне нравится обливаться холодной водой с утра. Это меня очень бодрит, дает мне много энергии. Я вытираюсь полотенцем и я использую дезодорант. И я снова одеваюсь. После этого я спускаюсь вниз по лестнице. Я спускаюсь по лестнице на первый этаж. Затем я иду на кухню. Там меня встречает моя собака Ки. Он очень рад меня видеть. Он виляет хвостом и хочет гулять. Он очень хочет гулять. Я выпускаю его в сад. Но пока мы не идем гулять. Тут встречает меня мой кот. Конечно, я глажу его моей ногой. После этого я достаю мясо для котов из холодильника. Его всегда нужно вытащить и разрезать, и взвесить, и оставить на 30-40 минут, чтобы оно не было слишком холодным. Затем я пытаюсь выйти на улицу, но это трудно, потому что нельзя выпускать кота на улицу, а он хочет идти гулять. Поэтому я его отталкиваю моей ногой и говорю моей собаке, что сейчас мы идем гулять. А кот остается дома. Мы не выпускаем котов утром, потому что они всегда ловят птиц утром. Поэтому коты утром сидят дома. Но собаке можно, потому что он не ловит птиц. Я беру его поводок, его обвязку и иду в сторону дверей, ворот. Я надел на него обвязку, открываю дверь, и мы идем гулять. Я, конечно, закрываю дверь перед этим. После прогулки мы возвращаемся домой и заходим в дом. Конечно, я всегда снимаю обувь перед входом в дом. Затем я всегда готовлю мой утренний кофе. Я беру чайник, наливаю туда воду. После этого я ставлю чайник. Я беру стакан или кружку, и затем я достаю мой кофе из шкафа. Я пью всегда примерно 7 или 10 грамм кофе каждый раз.
и я пью кофе 2 раза в день. И я чихаю. Это стандартная вещь утром — чихать. Конечно, перед тем, как выпить кофе, я всегда пью стакан воды. Раньше я пил воду с лимоном, а сейчас я пью просто воду без лимона. И я жду, пока кипятится чайник. Когда чайник вскипел, я подхожу и я наливаю чуть-чуть воды в стакан, в кружку, чтобы разбудить кофе, да? Если я налью сразу всю чашку, то кофе будет очень кислым. Я жду 2 минуты, и после этого я заполняю стакан водой полностью. Теперь моя кружка кофе готова. Я поднимаюсь назад, вверх и захожу к себе в офис. В офисе у меня беспорядок. На столе вчера у меня не было времени или желания все убрать, поэтому сейчас я все раскладываю по местам. Я взял в руки мой дневник, и сейчас я буду записывать то, что я делал вчера. Я всегда записываю все хорошие и все плохие дела, которые я делал за день. Это помогает мне лучше понимать себя, помогает мне лучше рефлексировать, и я пишу мои мысли. Я веду этот дневник уже 1 год, и мне это очень нравится. Я всем это рекомендую. Такая самотерапия. После того, как я написал запись в дневнике, я включаю мой компьютер и пью кофе. Конечно, я всегда включаю утром джаз. В последнее время я слушаю очень много иранского джаза. Я закрываю все вкладки, которые я открыл вчера. У меня очень много вкладок в браузере. Я быстренько смотрю, если кто-то написал мне что-то на Фейсбуке. Да, я такой старый. Я все еще пользуюсь Фейсбуком. И, конечно, потом иду на YouTube. Но я не смотрю видео в этот момент, я читаю ваши комментарии. Поэтому, друзья, если вам нравится это видео, пожалуйста, пишите комментарий, и я обязательно вам отвечу на него. И вот я читаю комментарии людей, и я отвечаю на их комментарии тоже.
После этого я иду и начинаю смотреть почту. У меня очень много непрочитанной почты. В основном это разный спам. Но, конечно, я всегда стараюсь смотреть на ваши письма, друзья. Так что, если вы хотите написать мне письмо, пишите на мой email sergey@russianstoryteller.com. С радостью вам отвечу. Затем я начинаю мои уроки персидского языка. Я слушаю подкаст обычно в свободное время, и в этот момент я делаю тест по этому подкасту, повторяю слова. Затем я спускаюсь вниз, потому что время кормить кошек. Видите, все кошки уже готовы к тому, чтобы я их кормил. Они бегут, бегут, они мяукают, они просятся. И мне нужно всех, конечно, закрыть, потому что одни кошки едят быстро, другие кошки едят медленно. Поэтому 2 кошки идут в туалет и в ванную. То есть тут такая трудная задача каждый раз всех накормить. После этого я раздаю каждой кошке ее тарелку, и они начинают кушать. Затем я собираюсь идти в спортзал. Я надеваю мои кроссовки, мои новые красивые кроссовки. И я выхожу из дома. Друзья, пока я иду в спортзал, хотел воспользоваться этой возможностью и отблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал на Патреоне. Сейчас я сделал все транскрипции бесплатными, и вы можете пользоваться на здоровье. Но если вы все же хотите поддержать меня, хотя бы $3 в месяц, я буду вам за это очень и очень благодарен. Спасибо всем, особенно моим суперпатронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Майкл, Брюс Ли, а также Кайл. Благодарю вас. Большое спасибо. И Веро. Да. Дорога в спортзал не очень приятная. Я иду по шоссе. Здесь очень шумно и очень много мотоциклов. Но я обычно в это время медитирую. Когда я прихожу в спортзал, я сразу начинаю заниматься. Я тренируюсь в спортзале 3 раза в неделю или 4 раза в неделю. Мне нравится сюда ходить, потому что это помогает мне отвлечься от работы, помогает мне работать над моим телом.
Да, и это просто классный способ начать день. Я всем рекомендую. Сегодня я работаю над мышцами, как называются эти мышцы? Они у меня под руками, лопаточные мышцы. Я не знаю, не эксперт в мышцах. Но вы понимаете, я тяну. Сегодня день тяги, я все тяну. Честно говоря, я ненавижу этот день. Я намного люблю больше день ног или день, когда мне нужно толкать, вот. Или день рук. Но вот это мой самый нелюбимый день. Но, тем не менее, я все делаю. После этого я возвращаюсь домой. Когда я возвращаюсь домой, я иногда слушаю подкаст в это время. Персидский. Или я просто ничего не слушаю. Потом, когда я дома, я принимаю душ, но я никогда не мою голову с шампунем. Я только намыливаю свое тело. Вот. Я снова обливаюсь водой, вытираюсь полотенцем, использую дезодорант и, конечно, использую гель для волос. Я укладываю мои волосы с помощью этого геля. Затем, когда я снова оделся, я спускаюсь вниз, чтобы приготовить завтрак. На завтрак я всегда люблю есть смузи. Вот у меня есть замороженные бананы, также у меня есть молоко. У меня есть овсянка. Я насыпаю стакан овсянки в мой блендер. После этого я нарезаю бананы замороженные и тоже кладу их в блендер. Вот. Затем я наливаю стакан соевого молока, примерно 1,5 стакана. И после этого я режу ананас. Этот ананас не очень свежий, поэтому нужно быть аккуратным. Вот. Я снимаю с него кожуру с ананаса. Вот. Когда я снял всю кожуру, я положил ананас в блендер, да, и затем я начинаю добавлять другие ингредиенты, например, как яблочный уксус, очень полезно для желудка. Добавляю семена конопли, очень много омега-жиров, да, полезных. Добавляю черный перец, казалось бы, для чего? Чтобы активировать куркуму, потому что я тоже добавляю порошок куркумы. Это помогает снижать воспаление в теле. То есть это, в принципе, такая, я бы сказал, здоровая еда. И добавляю немного креатина. Это полезно для роста мышц и в целом для поддержания здорового организма. И, конечно, 1 столовая ложка какао. После того, как я все туда положил, я закрываю мой блендер и включаю его. Сразу у меня не получилось все перемешать, поэтому мне приходится его немножко потрясти, да, и потом я еще раз запускаю его, и уже все получилось хорошо. Вот.
я наливаю смузи в чашку. И, конечно, не забываю почистить чашку блендера и сразу в рот, сразу в рот. Затем я добавляю немножко овсянки сверху. И перед тем, как пойти кушать завтрак, я мою нож, мою стакан. В последнее время я редко мою посуду. В основном это делает моя теща. И я за это ей очень и очень благодарен. Затем я захожу в мой офис, ставлю на стол мой смузи. И я закрываю шторы, потому что слишком много света всегда у меня перед глазами, поэтому я люблю сидеть без света. Я всегда молюсь перед едой. Я благодарю Вселенную, Будду за то, что у меня есть еда, друзья, за то, что у меня есть работа, мои студенты, моя семья, мои родные, есть здоровье, есть деньги. За это я благодарен. Затем, обычно, но не всегда, я стараюсь читать какие-то буддийские тексты. Я перевожу один текст сейчас с китайского на русский с помощью чата GPT. И в это время я слушаю джаз и завтракаю. Если у меня есть время перед работой, то я еще успеваю немного почитать мой комикс на вьетнамском. Я читаю этот комикс уже давно, и я записываю здесь мне неизвестные слова. Так что очень классный метод, я вам рекомендую. Я также использую ChatGPT, он помогает мне переводить все новые слова. Я тоже вам рекомендую, друзья, использовать искусственный интеллект, чтобы лучше переводить тексты, потому что они хорошо понимают в контексте. После этого у меня начинается работа, я начинаю учить, преподавать, и ко мне приходят первые студенты. Доброе утро. Доброе. Как дела? Все хорошо, как у тебя? Нормально, да. Отдохнул? Отдохнул. Отдыхать. Отдохнул. Relax. Or Like, have you well rested? Да, хорошо well отдохнул. rest. Well rest. Отлично, хорошо. Я рад слышать. Да, хорошо отдохнул. Супер. Чуть-чуть болит здесь. Я не знаю почему. Где болит? В горле? Я так сказал. Горле. После 2 часов или 3 часов работы, и у меня начинается дневной сон. Так заканчивается первая половина моего дня. Я сплю примерно 20 минут, и затем я иду обедать. А что будет дальше, вы узнаете в следующий раз. Это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, я говорил достаточно медленно. И я хочу слышать ваше мнение в комментариях, как проходит ваше утро, что вы делаете утром, что для вас очень важно делать каждое утро. Спасибо за просмотр, до скорого и пока-пока!